Добрый день! Сегодня я делаю подовый пшеничный хлеб на цельнозерновой муке. Многие не любят делать цельнозерновой хлеб, потому что он непривычного вкуса. Но у меня очень высокого качества мука. Обратите внимание на показатель белка 11 граммов. Эта мука очень сильная, хорошего качества. Она очень тонкого помола и даст нам прекрасный результат. Я беру опару пшеничную 100% влажности. Она у меня уже часов 6 подходит. Мне нужно 100 граммов опары. К 100 граммам опары я добавляю 150 граммов чистой воды. И добавляю 250 грамм цельнозерновой пшеничной муки тонкого помола. Получится тесто влажности 60%. При замесе я буду смотреть на влажность теста. Если мне захочется сделать его чуть более нежным, я добавлю еще воды. Но муки добавлять больше нельзя. Никогда уже в готовое тесто нельзя добавлять муку. Можно только воду. Поэтому лучше, если вы сомневаетесь, если вы впервые делаете, если вы не знаете точный рецепт, либо сомневаетесь, например, во влажности или влагоемкости муки, можете положить меньше воды, а потом ее добавить. Сейчас месить не нужно, надо просто соединить воду с мукой и закваской до равномерности, до однородности и оставить на аутолиз. Все, я его оставляю на 30 минут отдохнуть. Сейчас прошел аутолиз, и я готовлюсь к основному замесу. Я добавлю 10 граммов сахара. Сахар — это дополнительное питание. Сейчас я замешу сахар. Я вот вижу, что воды все-таки можно добавить немного. 15 грамм воды. Сейчас я еще раз смешаю тесто. Сейчас я добавлю соль. На такой объем теста мне нужно 5 граммов соли. Сейчас еще это тесто оставлю минут на 10-15, чтобы оно соединилось с добавленной мной водой. И после этого буду делать основной замес. Тесто мое постояло. Сахар, соль в нем разошлись. Сейчас нужно сделать основной замес. Замес делается отбиванием для того, чтобы максимально развить клейковину и придать тесту текстуру. Не очень большой кусок. Удобнее, когда побольше теста. Задача замеса в том, чтобы придать тесту абсолютную однородность, шелковистую однородную текстуру. И я подмешиваю уже окончательно. Тесто хорошее, как я и говорила, вот такое оно должно быть очень-очень гладкое, однородное. Но я хочу прям сделать еще несколько движений. Ну, вот оно даже не клеится уже к столу практически. Все, я добилась нужной текстуры теста, оно гладкое. Я его кладу обратно в миску, в которой мы замешивали. Видите, тесто практически даже на руках не остается. Это значит, что оно хорошо замешано. Я оставляю тесто бродить примерно 4 часа. Буду делать 2 обминки. Посмотрю, может быть 3, но скорее всего 2. Через час и потом еще раз через час, а потом 2 часа оно у меня будет бродить, и я буду формовать. Оставляю бродить на час, потом буду делать обминку. У меня вторая обминка пшеничного хлеба с льняными семечками. Я растягиваю тесто и складываю его в середине. Разворачиваю, растягиваю еще раз. Складываю. И еще раз делаю это с боков. Стягиваю и складываю. Отделяю тесто в миске. Переворачиваю и оставляю бродить еще примерно на час. Потом сделаю третью обминку.
мне надо сделать предформовку заготовки. Я выкладываю тесто и начинаю его округлять. Задача предформовки в том, чтобы создать натяжение поверхности максимально возможное. Все, накрываю миской, оставляю на 20 минут. Ну и наконец нужно сформовать. Берем заготовку, немного растягиваем, складываем с противоположной стороны. Расстоечную корзину перекладываем, швом вверх обязательно, подпыляем муку, вставляем пылителем и оставляю на ночь в холодильнике. Пришло время приступить к выпечке. У меня уже разогревается духовка на 250 градусов. Печь я буду в казане, в литом алюминиевом. Сейчас мне надо приготовить мои заготовки хлебные к посадке в духовку. Я вынимаю из формы для расстойки. Сейчас буду делать надрезы. Я хочу сделать фигурный надрез. Так вот, один. Из-за того, что в тесте есть семечки, может не очень легко резаться. Но вы придерживаете пальцем, и тогда все будет хорошо. Надрезы желательно делать достаточно быстро, чтобы тесто не успело сильно раскрыться перед посадкой. Ну все. Сейчас еще вот здесь. Этот я чуть-чуть продлю. Все, в таком виде я отправляю в духовку и буду выпекать. Пришло время достать получившийся хлебушек из духовки. На мой взгляд, он отличный, красивый получился, хорошо раскрылся. Прекрасный цвет, прекрасное поднятие, несмотря на то, что у меня целиком и полностью, помимо закваски, конечно, цельнозерновая мука. Вы это видели. Отличный хлеб, он остынет, и потом я покажу вам его на срезе. Напоминаю, что это цельнозерновой хлеб, пшеничный, недавно выпеченный. Он с семенами льна. Вот такой вот хороший мякиш. Он еще теплый, надо было чуть-чуть подождать, чтобы он больше остыл. Но он мне очень нравится и в таком виде. Отличный красивый мякиш.